Третья серия про Викторию Боню сегодня у нас и про попытку российского государства наехать на Рунет. С прошлого нашего разговора Владимир Соловьев успел Боню обругать последними словами. Пропаганда взялась за публичное доносительство, призывая на голову Бони все земные кары ото всех силовых ведомств. На Боню тем временем люди подписываются сотнями тысяч, и одна из многих инстаграм-див теперь получает ударные дозы самого сильного стимулятора – народную поддержку и ощущение собственной правоты. Короче говоря, сюжет развивается, но, к сожалению, остаются люди, которым реальность не указ. Мы говорили о них в прошлый раз, но там что в лоб, что по лбу. Политолог Константин Гааза явился в эфир к Александру Плющеву, где рассказал, что вся свистопляска вокруг интернета – это, мол, такая хитрая предвыборная технология. Раз уж вера некоторых экспертов в хитрый схематоз не заканчивается, давайте представим ситуацию, в которой подобная схема имела бы смысл. Только прежде чем начнем, напомню. В описании вы найдете ссылку, где мы собрали способы по обходу блокировок интернета и следим за их актуальностью. Спонсирует эту инструкцию МКарт – криптовалютная альтернатива зарубежным банковским картам. Мы их тестировали в Европе, все работает. Среди способов обхода блокировок есть и бесплатные, и платные. Там обратите внимание на VPN Liberty. По ссылке в описании пожизненная на него скидка в 15%. Еще я в прошлый раз видел некоторые жалобы в комментариях на сервис. Поэтому мы теперь сделали отдельный чат, куда можно написать жалобу, Liberty ее обработает, а мы проследим, как все прошло. Ссылка туда тоже в описании. Итак, давайте представим ситуацию, в которой хитрый схематоз с публичным скандалом и привлечением Виктории Бони имел бы смысл. Ситуация тут ровно одна. Если завтра, или в августе, или прямо за день до выборов, Путин выйдет и скажет: «Вы что такое, черти, натворили? Зачем вы интернет народу испортили? Все откатываем как было, все разблокируем и останавливаем». Тогда такая многоходовочка обрела бы смысл, как некая предвыборная технология. Интернет ломают какие-то неведомые злодеи на местах, общественники высказываются против, поднимается скандал, и с неба спускается президент весь в белом, отменяя разом все мелкое вредительство. Но мы же с вами понимаем, такого не будет. Интернет продолжит ломать. Что завтра, что через месяц, что к выборам. Будут ломать настолько, насколько хватит сил. Ни разу такого не было за всю четвертьвековую историю путинизма, чтобы президент появлялся когда-то на белом коне и своей волей отменял какое-то решение, хоть даже и трижды непопулярное. Этого просто не было ни разу, хотя подобные многоходовочки всегда почему-то подозревают эксперты, но они никогда не происходили. И вот подтверждение наших слов. Как только государство немного очухалось, оно перестало разговаривать с Боней устами дипломатичного Пескова и спустило на нее цепного Соловьева. Потому что никто не собирается останавливать попытки погрома российского интернета. И уж тем более занятые этим чекисты из второй службы ФСБ по защите конституционного строя не собираются с кем-то там публично торговаться и как-то учитывать общественные настроения. Публичный скандал по этому вопросу не может быть для начальства полезен. Чем больше популярные люди об этом говорят, тем более широкие аудитории понимают, что не одни они тут такие, кому происходящее кажется катастрофой или, в принципе, не нравится. И начальство от этого хуже, а не лучше. Перед нами не хитрая политтехнология, а обычное вредительство, которое постепенно начинает всех задалбывать. Интернет в России 20-х годов 21 века – это не игрушка, не какое-то специализированное развлечение. Это жизненная необходимость. Общество без него разучилось жить. Всю предыдущую историю человечества жило. Но оно жило и без водоснабжения, без канализации, без электричества. Эти блага цивилизации по историческим меркам не особо старше интернета так-то. Но если во имя мнимой безопасности это все дело повырубают, людям станет очень кисло. Не надо будет никаких заговоров, чтобы они возмутились необходимостью мыться в тазике и читать при лучине. Ситуация безвыходная, вообще говоря. Государство целенаправленно портит людям жизнь. Не замечать это с каждым днем все сложнее. Можно применять технические усилия, чтобы интернет себе вернуть. Можно поставить один VPN, второй, третий, 10 на все случаи жизни. Если у вас вырубили электричество, можно обложиться генераторами. Можно в какой-то мере эту проблему решить. Но это вас вернет в исходную точку. Вместо того, чтобы просто оплачивать счета за свет, вы теперь покупаете, заправляете и обслуживаете генератор. Ваша жизнь стала хуже, и вы это чувствуете. Причем, как верно замечает Екатерина Шульман, вы не просто это чувствуете, но точно знаете, кто вам это все устроил.
История про защиту от беспилотников оказалась настолько прохладной, что, кажется, ее давно уже все забросили. Какие беспилотники в Якутске? Какие дроны в Анадыре или Архангельске? Но интернет и там вырубают, как и везде, блокируют все подряд. И тоже это делают по всей стране. И государство от поиска внятных причин перешло к откровенному хамству. Мы блокируем, потому что так надо. Мы вам объяснять ничего не должны. С другой стороны, не вторая служба ФСБ, которая принимает решения, но гражданская бюрократия не может не видеть стену, в которую поезд этот несется. На выборах можно много чего нарисовать, а с электронным голосованием и подавно. Но если к осени окажется, что бесполезно измерять рейтинги, то 80% граждан начальство просто ненавидит, то можно дорисоваться до тех самых покрышек на площадях, которые Путину явно не первую ночь снятся. Когда такой скандал выходит наружу и начинает раскручиваться, тут нет какого-то хорошего способа коммуникации. Никакого кризис-менеджмента не выйдет. Государство у граждан удавку на шее затягивает. Что хорошего можно на ушко прошептать человеку, которому ты просто целыми днями вредишь? Именно поэтому публичная коммуникация от застенчивой брехни Пескова перешла к ядовитым воплям Соловьева. Потому что когда саму проблему нельзя решить, нельзя даже внятно объяснить, зачем ты ее устроил, единственный путь – это максимально мерзко растоптать, унизить и дискредитировать тех, кто о проблеме говорит. Обсудим эту знакомую, в общем-то, стратегию после небольшой рекламы с еще одним способом обхода блокировок. Посмотрите, пожалуйста. Вы знали, что обойти блокировки можно не только с помощью VPN, но и с помощью прокси-серверов? По сути, это туннелирование трафика, как и с VPN, но только для одного приложения или браузера и без шифрования. Крайне полезная вещь, если вы SEO-специалист, геймер, продвигаете аккаунт в соцсетях или просто хотите пользоваться конкретным приложением или сидеть в сети с браузера безо всяких сбоев, с хорошей скоростью и не полагаясь на VPN. Для Телеграма, например, прокси подходит идеально. Купить индивидуальную прокси-сервер можно у ProxyLine. Сервер будет принадлежать только вам, и вы легко сможете настроить его в браузере или на телефоне. Доступных стран больше сотни. Вы даже можете выбрать конкретный город или подсеть. ProxyLine работает уже 7 лет. Есть тысячи хороших отзывов, и, что важно, сервис строго контролирует геолокацию IP-адресов и проверяет их наличие в спам-базах. Это значит, что с ProxyLine у вас будет чистый, качественный IP-адрес с хорошей репутацией и верной геолокацией. К необходимости можно купить сразу много прокси-серверов и управлять ими в удобном личном кабинете. У ProxyLine также появилась актуальная функция в связи с блокировками. Вы можете просто, поставив галочку, исключить IP-адреса, для которых обнаружите проблемы с доступом из России. К тому же, если вы будете покупать из России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Служба поддержки доступна 24/7. При покупке действует гарантия возврата. Если вас вдруг что-то не устроит, вы можете заменить IP-адрес прямо в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. Купить, кстати, можно не только через сайт, но и через Telegram-бота. По промокоду CATS будет скидка в 10%. Предложение действует только до 31 мая. Покупайте прокси-сервера по оптовым ценам у ProxyLine. Продолжим. Мы говорили, что когда проблему нельзя решить, нельзя даже внятно объяснить, зачем ты ее устроил, единственный путь – это дискредитировать тех, кто о проблеме говорит. Проехаться по Виктории Бонни таким катком, чтобы другим неповадно было. Чтобы другие звезды, которые, может, тоже подумывают высказаться на эту тему, а судя по тому, что даже до Охлобыстина волна докатилась, хотели бы многие, так вот, они должны понимать, что на них спустят всех собак, будут мочить. Проблему нельзя решить. Но можно сделать публичные о ней разговоры опасными. Особенно со стороны больших звезд. Виктория Боня, по всей видимости, хотя точно это неизвестно, в России сейчас не живет. Ей вопли Соловьева в таком случае вряд ли навредят. Но было бы очень полезно предостеречь от лишних разговоров тех селебрити, которые живут в России и от государства зависят. Мы не первый день живем на свете и видели такое много раз. Едва только выходило какое-то особо жесткое расследование Навального, никто не спорил с ним по существу. Ну а как ты с ним поспоришь, если прокурорский особняк с дрона действительно выглядит как Версаль? Каждый раз на повестке дня и в истериках все того же Соловьева проходил разбор персонального дела комсомольца Алексея. Шпион иностранный, весь лес украл, рожи не вышел. Здесь то же самое. Про то, что решено ломать интернет, сказать хорошего нечего, даже своей самой преданной аудитории.
Даже те, кто от вечерних 5 минуток ненависти по телевизору не отрывается годами, все равно недовольны тем, что портит интернет. Хорошей формулы тут не придумаешь. Значит, будем говорить не про это. Будем говорить о том, что Виктория Боня плохая. Обзывать, как там сказал Соловьев, потрепанной шалавой. А потом она будет нам отвечать. И так по кругу. Расчет на то, что после нескольких повторений этого цикла никто и не вспомнит ни про какой интернет. Теперь на повестке дня у нас срач между Соловьевым и Боней. Какая-то светская хроника. В идеале именно эту светскую хронику все и должны обсуждать. Соловьев, Боня, Лебедев, кто там еще, что-то кто-то сказал, как-то поругались, такими-то словами обозвались. Сделаем спид-инфо снова великим. Обсудим взаимоотношения звезд, но не интернет и блокировки. Работает ли эта стратегия? Работала бы, если бы речь не шла о жизненной необходимости. Ну да, кто-то там с кем-то публично поругался, а обер-пропагандист изобрел новые совершенно базарные ругательства. Это всегда интересно почитать и послушать. Но потом ты звонишь пожилой матери в WhatsApp и не можешь дозвониться. Потом ты на рабочий созвон не можешь попасть, такси вызвать, перевод сделать, подписку Apple продлить. Ругань звезд – дело интересное. Но когда у тебя каждый день что-то отваливается, реальность быстро возвращает тебя на землю. Попытка разгрома интернета не та тема, которую можно заболтать обычными методами. Превратить ее в разговор о каких-то личных конфликтах. Чужие зрачи развлечения одноразовые, а интернет-то нужен всегда. От простого публичного скандала Соловьев перешел теперь к публичному доносу. Теперь он просит все на свете инстанции проверить Викторию Боню. Это теперь новый поворот сюжета, отвлекающий от слона в комнате. Портить продолжают и интернет, и жизнь гражданам. Боня же отвечает: на меня за неделю подписались 600 тысяч человек. Больше, чем у тебя, Соловьев, когда-либо было вообще в Инстаграме. Я тут выразитель народной воли, и не тебе, вражине, угрожать мне карами. Перед нами разворачивается ситуация, которая стала выглядеть совершенно закономерно в тот самый момент, когда мы узнали, что за наведение порядка в интернете отвечает тайная полиция. Ей нет дела до того, как все это выглядит. Вторая служба ФСБ – это убийцы и погромщики. У них очень узкая специализация и компетенция. Они не знают, что такое выборы, что такое общественное мнение. Они отчитываются не этим. Ни Соловьев, ни Песков, ни администрация президента не принимают тут никаких решений. Они имеют дело с последствиями. С тем, что даже самая лояльная публика в ярости. С тем, что цифры соцопросов идут вертикально вниз и не собираются останавливаться. Им остается только вот так вот убого все это отбивать. Пытаться минимизировать ущерб. Пытаться запугать новых селебрити, которые тоже хотят 600 тысяч новых подписчиков. Которые могут почуять, что крыть начальство стало модным. Могут попытаться переключить внимание с реальной беды на раздутый скандал. Но нет у них никакой возможности внушить гражданам, что начальство тут не при делах. Что это все украинские дроны, европейские враги, американские ястребы, коварные иноагенты. Все слишком очевидно. Государство отключает вышки, государство вводит белые списки, государство пытается всем в глотку запихать свой вонючий Макс. Государство нагнуло крупнейшие интернет-площадки на блокировку пользователей с VPN. Мы тут не то что не видим какого-то хитрого заговора. Перед нами редкий случай, когда можно увидеть государственный бардак в разрезе. Одни пытаются громить интернет, другие хватаются за голову и думают, что с этим делать, а у третьих Боня внезапно вылезает и при всем своем показушном лоялизме за неделю становится оппозиционной звездой побольше всех остальных, которые до этого были. Никакой внятной информационной стратегии, никакой согласованной методички. Просто лихорадочное отбивание инфоповодов. А главное, никакого влияния у тех, кто занимается этим лихорадочным отбиванием, на тех, кто занимается непосредственно попытками громить интернет. Понятно, что если бы была такая возможность, мы бы с вами увидели что-то подобное истории с Ларисой Долиной. Поднимается большой скандал, который выходит из политизированного пространства на общую аудиторию, и шестерни государства нехотя и со скрипом, но поворачиваются немного назад. Но понятно, что ни у какого Сергея Кириенко нет власти позвонить генерал-полковнику Седову и сказать: «Что ж ты, собака, делаешь-то такое? Ты же нам революцию готовишь собственными руками!» Нет у гражданской бюрократии власти дать людям хотя бы немного вздохнуть накануне выборов. Путин считает интернет врагом. Чекистам дан карт-бланш решить эту проблему. А политический блок, пропаганда, все те, кто худо-бедно, но вынужден жить в реальном мире, кто понимает, что происходит и куда все идет, они просто пытаются реагировать в меру своей небогатой фантазии.
Фантазий пока хватает на обзывалки и доносы. Ну просто великое государство с хитрыми планами, дальше некуда. Не надо быть как Константин Гаазе в эфире у Александра Плющева. Не надо думать о начальстве лучше, чем оно есть на самом деле. Нет никакого хитрого плана. Есть ФСБ. Оно радует Путина борьбой с врагами в интернете. А есть все остальные, кто на все это действо смотрит и в ужасе думает, какой пудрой его посыпать для граждан, чтобы совсем уж плохо не было, отдавая себе отчет, что никакой пудры на это не хватит. Путин борется с интернетом, чтобы сохранить власть. А кто-то должен думать, как Путину сохранить власть при этой идущей борьбе с интернетом. Эти две задачи друг другу противоречат. Потому мы и видим бардак. Никакого заговора. Все просто. До завтра.